Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно убрать шумы и стуки из рулевой Лада Гранта. Вообще рулевая система у данного вида машин, она не самая прогрессивная. Потому что рулевая рейка у нас крепится на моторном щите, в итоге и моторный щит страдает, и сама рейка подвержена ударам от кузова. Поэтому вообще полностью убрать шумы и стуки из рулевой подобного класса машин попросту невозможно. Тем не менее, снизить их вполне реально. Обычно бывало как? Если человек слышал стуки из рулевого управления на девятках, восьмерках, десятках прошлых ладах, брали обычный ключ для подтяжки рулевой рейки, лезли на яму или как-то иным способом подтягивали рейку, и стуки уходили. Но там пару раз подтягивали, рейка уходила до упора в затяжку, и дальше убрать стуки уже невозможно, либо менять рейку, либо покупать ремкомплект. Если у вас машина с регулировкой руля по высоте, убрать стуки можно еще и подтяжкой карданчиков на этом самом рулевом механизме. Зачастую бывает так, что рейка не стучит, но люди думают, что стучит рейка, и ее просто так перетягивают. На самом деле стучат карданчики, и в принципе убрать стуки от карданов очень легко и просто. В дальнейшем, естественно, я вам покажу, то есть я снимал уже без оператора, снимал самостоятельно. Работа не очень удобная, потому что приходится лазить под педальным узлом, но тем не менее, все, что вам потребуется, это одна головка на 13 и обычный накидной ключ. Продиагностировать стуки рулевой рейки также достаточно легко, то есть можно взяться рукой за рулевую тягу, которая идет у нас непосредственно уже к подвеске автомобиля, и ее пошатать. Если шатается весь целиком автомобиль, значит рейка у вас нормальная. Если шатается у вас одна лишь тяга, то есть есть люфт на тяге, значит требуется потянуть рулевую рейку. Но о рулевой рейке мы будем с вами говорить чуть позднее. Тоже, думаю, вам покажу, как ее подтянуть. Но сегодня мы с вами поговорим про карданчики в рулевом механизме. Основная причина стуков заключается в том, что расслабляется вот этот вот кардан, самый нижний, который находится возле моторного щита. И один из карданов спрятался у нас вот здесь вот под крышкой электроусилителя блока управления. За ним также есть кардан, который требуется подтянуть. Для того, чтобы проще это все было сделать и посмотреть весь остальной рулевой вал, также еще будет снят тот кожух рулевой колонки. Давно собирался его прошумить, и заодно посмотрим, как там обстоят дела с рулевым валом. Кожух у нас снят. Мы его проклеим виброй чуть позже, чтобы он был не такой гулкий. У нас скрывается такой вот вид. Вот стоит усилитель руля, вот коробка его управления. Крепится она на винтах. Откручиваем ее. Возможно, потребуется включить еще и фишки, чтобы добраться до второго карданчика. Вот такая вот у нас картина получается. Блок управления усилителя руля откручен. Держались они вот на этих вот винтах. И держались очень крепко, то есть обычными отвертками. Я отвернуть их не смог, пришлось взять трещотку сбитой и прокрутить уже ей, потому что здесь рычаг больше идет. Отключил проводку и отгибаем его просто вниз, он так вот прокручивается. И вот он у нас идет второй кардан. Здесь тоже надо проверить затяжку. Здесь, наверное, так же, как и внизу, да, ключ на 13 требуется. В общем-то, затяжку я проверил. Затяжку вот того вот, так скажем, вот этого вот нижнего кардана, вот этого кардана, и вот здесь вот сверху еще есть. Все, вот он, вот еще головка. На мое удивление, при пробеге практически 40 тысяч ни одна из резьб не сдвинулась вообще ни на миллиметр, хотя я таким же образом подтягивал вот эти карданы на колени, у которой пробег был около 20 с чем-то, и нижний вот тот кардан, который в самом низу, он прокрутился оборота, наверное, на 4. У Datsun, у которого пробег был 7000 километров, все карданы прокрутились по примерно 2 оборота. В моем случае все очень прочно, и никаких подвижек они не потребовали. В принципе, вот эта протяжка вот этих вот карданов зачастую помогает избавиться от небольшого грохота в рулевом механизме. В общем-то и целом, как вы видите, путем затрат
там буквально 10-15 минут можно потянуть карданчики и избавиться от стуков в рулевом механизме. Кому-то это поможет, кому-то нет, но тем не менее работа не затратная по времени, не трудная. И прежде чем тянуть рейку, попробуйте все-таки потянуть карданчики, возможно, это вам поможет. На этом у нас сегодня для вас все. Не забудьте поставить лайк под этим видео, подписываться на нашу группу ВКонтакте. Всего вам доброго, до встречи.